Моя любимая подруга как-то дала мне совет, который звучит так. В материнстве главное ни к чему не привыкать. Ни к хорошему, ни к плохому. И мне сразу показалось, что этот совет невероятно мудр и применим вообще ко всему в нашей жизни. Но с детьми время как будто искажается, и изменения в жизни становятся особенно заметны. Поэтому совет сформулирован именно так и вставлен в контекст материнства. С ребенком каждый день происходит что-то новое. Поэтому обустройство комнаты по системе Монтессори мне кажется особенно удачным, и сегодня я расскажу об этой системе с точки зрения обустройства интерьера комнаты для детей. Обустройство такой комнаты, которая будет меняться вместе с постоянно меняющимся ребенком. Этим она и прекрасна. А еще с этой системой можно спорить, она, вероятно, не идеальна, поэтому смело пишите свои сомнения и делитесь своим опытом о плюсах и минусах этой системы в комментариях, чтобы другие тоже знали все аспекты. В системе Монтессори при обустройстве дома, где растет малыш, ключевой идеей является создание разрешающего пространства, где ребенок может свободно и безопасно исследовать мир. В такой среде все должно быть ориентировано на младенцев и подстроено под их рост. Низкая мебель, за которую можно держаться, вставая, и открытые пространства для переворачивания и ползания. В системе Монтессори считается правильным не использовать манежи или детские кроватки с бортиками. Так они ограничивают двигательную активность и мешают свободному обзору. В идеале разрешающим должен быть весь дом, в котором не будет никаких проводов, только безопасные предметы, которые можно быстро засунуть в рот. Необходимо убрать лекарства, бытовую химию и другие опасные предметы на самые верхние полки, а еще желательно положить их в труднооткрываемые контейнеры. Полезно лечь на пол и проверить, что видит ребенок и до чего может дотянуться. Можно сделать пространство привлекательным для исследований, разложив несколько предметов для занятий на низких полках или в корзинах. Подход Монтессори предполагает минимализм, покупать только необходимое, делать просто и красиво, отдавая предпочтение высокому качеству и натуральным материалам. Нужно держаться подальше от ярких вырви глаз пластиковых элементов, ядовитых цветов и выбирать неброские варианты отделки помещения и мебели. Не нужно раздергивать ребенка лишний раз. Цвет может оказывать очень сильное возбуждающее воздействие на психику. А если держать ребенка в постоянном возбуждении, он быстро устанет и будет капризным. Вся детская мебель, согласно системе Монтессори, должна иметь небольшой размер, чтобы ребенок мог пользоваться ей самостоятельно. Например, низкую кроватку и низкий столик со стульчиком, на который он сможет опираться, чтобы вставать. Рекомендуется также не использовать высокие стульчики для кормления, поскольку педагоги Монтессори считают, что они созданы для удобства взрослых, а не детей. А если уж вы их используете, то стол все равно должен быть общим вместе с родителями. И это позволяет ребенку чувствовать себя частью семьи, и так он лучше учится пользоваться столовыми приборами, подражая взрослым. Кроватки-корзины для новорожденных. Для самых маленьких можно использовать кроватки-корзины, которые обеспечивают уют и ощущение безопасного, самоштабного ему спального места в первые месяцы жизни. Эти корзинки можно иногда ставить на матрас, чтобы малыш более плавно привыкал к месту для будущего сна, и у него появлялась так называемая опорная точка в доме. В системе Монтессори ключевым элементом является низкая напольная кровать. Напольная кровать помогает ребенку самостоятельно забираться и слезать с нее, что способствует развитию его независимости, уверенности в своих силах и стимулирует любопытство, и доверие миру. Ребенок может свободно исследовать свою комнату без препятствий в виде бортиков кроватки. Поскольку кровать расположена низко к полу, риск серьезных травм при падении минимален. Это особенно важно для малышей, которые только начинают двигаться и могут быть неустойчивыми. В системе рассматривают 3 типа спального места. Простые матрасы на полу, и это самый базовый вариант. Матрас просто кладется на пол, что обеспечивает максимальную безопасность и свободу перемещения.
Кровати с низкими каркасами и небольшими бортиками вокруг. При этом каркас может слегка приподнимать матрас над полом и иметь низкие бортики, которые предотвращают скатывание, но при этом все еще позволяют ребенку легко забираться и слезать с кровати самостоятельно. Считается, что да, младенец может скатиться с напольной кровати, особенно если он не спал на такой ранее. Но поскольку кровать расположена близко к полу, это минимизирует вероятность травм. Дополнительно можно постелить на пол мягкий плед, если полы жесткие. А вот если напольная кровать используется с рождения, то ребенок постепенно привыкнет к ее ограничениям. У напольных кроватей существуют некоторые минусы. Первое. В жарком климате на полу могут пробегать букашки-таракашки. В системе Монтессори любят светлые полы, отчасти и потому, что на светлом полу легче заметить незваных гостей. Второе. В холодном климате по полу иногда может дуть и сквозить, на что в системе отвечают рекомендации использовать шерстяной плед, теплую пижаму и носки. Однако надо заметить, что если в доме или квартире есть сквозняк, мало никому не покажется, на какой бы высоте ребенок не спал. Так что этот вопрос следует решать глобально, а не локально. И еще один минус. Бабушки такие напольные кровати для их внучков и внучек практически никогда не понимают и не принимают. Я считаю, это важный фактор при принятии решений о кровати. В системе Монтессори важным объектом для развития будет открытое хранение развивающих игрушек, и чаще деревянных, максимально простых, без батареек и электронных пищалок. Все потому, что согласно методике простые пассивные игрушки развивают активность малыша, а слишком активные игрушки, которые сами звенят, трещат, бегают и что-то делают за него, развивают пассивность малыша. Развивающие игрушки должны быть выложены на открытые полки или в большие корзины и систематизированы по смыслу так, чтобы ребенок мог их видеть и сам их взять, а с возрастом научиться убирать их обратно на свое место. В системе Монтессори принцип порядка занимает центральное место и является одной из ключевых составляющих методики. Это называется «место для всего и все на своем месте». Порядок в окружающей среде помогает ребенку развивать внутреннюю организованность, концентрацию, чувство предсказуемости и безопасности. Оставьте на полках предметы для пары вариантов занятий, а остальные уберите и доставайте на замену прежним, когда ребенок будет заинтересован в решении новых задач. С возрастом это количество может несколько увеличиваться. Многие малыши увлекаются чтением, и в системе Монтессори все книги выставляются в специальные открытые стеллажи. Можно создать уютный книжный уголок с полками, на которых книги выставлены так, что видны их обложки. Там должно быть всего несколько книг, а рядом можно поставить подушки или удобное низкое кресло для чтения. Для некоторых детских занятий нужны столы. Поэтому в детскую нужно поставить низкий столик и стульчик, спроектированный под рост ребенка, чтобы ребенок, как только он сможет сидеть, мог сам садиться на стульчик и заниматься какой-то своей малышковой деятельностью за своим мини-столиком. При этом нужно, чтобы его ножки касались пола, и он сам, когда захотел бы, смог встать из-за стола и прервать занятие. И столик, и стульчик можно разместить рядом с открытым хранением с игрушками или с книжной полкой. Важная концепция системы Монтессори – чем меньше, тем лучше. Считается, что наличие лишь нескольких вариантов занятий помогает развить концентрацию. Раскладывайте перед ребенком только те предметы, игрушки или книжки, над которыми он работает в данный момент. Согласно системе Монтессори, очень хорошо иметь в детской кресло для кормления. Кресло должно быть функциональным и простым в использовании, но наличие карманов или небольших отсеков для хранения необходимых вещей, например, салфеток, бутылочек с водой и так далее, будет очень кстати и очень полезным. Кресло-качалка может помочь успокоить как мать, так и ребенка во время кормления, а также помогает укачать ребенка, чтобы он лучше заснул после еды. У кресла должна быть высокая спинка и подголовник, чтобы поддерживать спину и шею кормящей мамы, что особенно важно при частом и длительном кормлении. Минус качалки заключается в том, что когда ребенок будет ползать, он может повредиться этим креслом. Так что важно выбирать модель, которая может фиксироваться в неподвижном состоянии и которая
точно не перевернется. Тут вам поможет лишь здравый смысл и критический взгляд на вещь, держа в уме все эти вышеперечисленные факторы. Еще один хороший вариант кресла для кормления – это кресло-реклайнер, или кресло, совмещающее в себе и реклайнер, и механизм покачивания. Кресло-реклайнер – это вещь не сильно распространенная в странах СНГ, а вот на американском континенте и в странах с сильным культурным и языковым влиянием США очень популярная и важная в доме. Так что именно там представлен самый широкий выбор таких кресел. Однако именно там они встречаются самых уродливых форм. Все-таки если постараться, можно найти красивое кресло-реклайнер или кресло-качалку. Да, может быть чуть дороже, но с теми же функциями и более компактную модель. Не всегда в детских можно поставить самое широкое и припопистое кресло-реклайнер, зачастую там просто не хватает места. Очень желательно, чтобы помимо удобства оно еще и глаз радовало или хотя бы было нейтральным, а не фанило миазмами безобразия. Еще предлагается использовать топанчино. Это такой мягкий овальный матрасик для бережного ношения малышей до 6 месяцев. За счет своей упругости и формы этот матрасик создает эффект внутриутробных ощущений. Он хорошо сохраняет свою форму, помогая правильно и безопасно поддерживать малыша при ношении. Также многим удобно использовать его во время кормления, а еще он впитывает запах молока и мамы, что поддерживает чувство безопасности и спокойствия. Уснувшего малыша можно удобно переложить на матрасике в кроватку или на другую поверхность, не потревожив его сон. В детской необходимо организовать место для смены подгузников. Некоторые педагоги рекомендуют размещать его тоже на полу или более традиционно на уровне бедер взрослого на столике или на комоде, а рядом все необходимые для смены подгузников вещи. Я от себя добавлю, что для смены подгузников еще может прекрасно подойти столешница в ванной, если она большая, или столешница в постирочной, если эти помещения находятся недалеко от детской. Это очень удобно, гигиенично, легко убирать, организовать мусорку для подгузников, и иногда очень удобно можно подмыть малыша прямо в раковине. Если раковина, конечно, не колючая и не угловатая. Для детей постарше можно поставить небольшой шкафчик с одеждой, где будут висеть 3-4 комплекта одежды, которая будет подходить ко времени года и которую ребенок может выбрать сам, оставляя ему таким образом выбор без выбора. Для этого нужно заранее подобрать ему комплекты и, опять же, чтобы не раздергивать его внимание и помочь выработать умение концентрироваться, одежды не должно быть много. Большая часть одежды должна быть сложена в большом шкафу, доступном только взрослым, а ребенку нужно специально вывешивать уже подобранные комплекты. Для всего остального организуйте место для хранения вещей, которые не бросаются в глаза. Рассмотрите вариант со шкафами от пола до потолка, которые по цвету сливаются со стеной. Или одежду можно прятать с помощью контейнеров, которые можно убрать в комнату родителей или в кладовую. Дети любят лазить и изучать мир вокруг. Если позволяет место, необходимо разместить на полу зону для движения с интересным для изучения ковриком, чтобы малыш мог его щупать и рассматривать. В эту же зону можно поставить треугольник Пиклера с горкой и, может быть, с аркой, который можно иногда превращать в столик или в ворота или качалку. Для небольших помещений можно найти складные модели, которые можно вешать на стену или складывать в щели между мебелью. Интерьер детской должен быть красив, чист и ухожен. Расположите картины и семейные фотографии на уровне роста ребенка. Так ребенок будет видеть все, что вы для него подготовили, и понимать, что вы заботитесь о доме, и со временем будет стараться к нему относиться так же. Опять же, педагоги Монтессори советуют присесть на уровень роста ребенка в каждой комнате, чтобы увидеть, как все выглядит с его точки зрения. Мне кажется, в эту концепцию очень хорошо подходят наклейки на стены с обучающими материалами и разнообразными животными, которые можно отклеивать и переклеивать. Кстати, в системе Монтессори считается, что животные и другие объекты окружающего мира должны быть реалистичными, ну или очень похожими на реальных, и что нельзя показывать ребенку, что ежик носит на иголочках грибочки и яблочки, когда в реальной жизни ежи подобными глупостями никогда не занимаются. Кстати, пишите в комментариях, в каком возрасте вы об этом узнали.
И, конечно, стоит убрать торчащие провода и лишний хлам. От себя еще могу добавить, что есть очень удобные прозрачные уголки для проклейки мебели, которые не сильно портят интерьер и могут помочь родителям чуть-чуть меньше переживать в период, когда ребенок учится ходить. Некоторые педагоги советуют еще повесить на стену зеркало на уровне роста ребенка, чтобы ребенок мог смотреть на себя. Но еще я слышала, что некоторые дети пугаются своего отражения в зеркале, так что для кого-то это может стать ограничением. Теперь пройдемся по зонам в доме. В прихожей мы можем установить крючки на уровне роста ребенка для детской куртки, рюкзака, может быть, головных уборов. И еще можно поставить корзину для обуви ребенка, как только он начнет ходить. Тогда он сразу начнет привыкать, что у верхней одежды и обуви есть свое место, и для него, и его одежды в доме есть место. Малыши очень любят участвовать во всем, что происходит на кухне. Им хочется видеть, что там готовится, и помогать по мере возможностей. И в системе Монтессори этот интерес обязательно поддерживается. Стул-стремянка или стул-башня со ступеньками пригодятся ребенку, как только он научится уверенно стоять на ногах. Малыш уже сможет самостоятельно донести тарелку, стакан и столовые приборы до своего столика для перекуса, который по системе Монтессори может находиться даже в его комнате. Когда ребенок научится сидеть, периодически кормите его за низким столиком. При этом ножки детского стула обязательно должны быть такой высоты, чтобы стопы ребенка полностью стояли на полу. Можно хранить посуду и приборы ребенка в невысоком шкафу или буфете, чтобы ребенок мог сам их брать. Также обустройте доступную малышу зону, где ребенок сможет наливать себе воды и взять что-нибудь перекусить. Что касается детей разного возраста, один из самых частых вопросов, касающихся обустройства дома в системе Монтессори, это как организовать пространство для детей разного возраста. Тут есть варианты. Можно использовать стеллажи с несколькими полками, нижние для младенца, а верхние для небольших развивающих материалов для старших детей. Можно еще добавить контейнеров для мелких предметов. Найдите контейнеры, которые младенец не сможет открыть, а вот старший ребенок сможет. Это могут быть закручивающиеся банки или контейнеры с плотной крышкой для хранения мелких предметов, таких как лего. Еще можно попробовать выделить личные зоны. Место, где каждый ребенок сможет побыть один, если захочет. Это может быть кровать со вторым этажом, домик, в том числе и из картона, или хотя бы просто возможность перенести некоторые игрушки или конструктор на обеденный стол или кухонный стол, где младенец до него не дотянется. При соблюдении системы Монтессори при обустройстве своего дома и детской комнаты важно понимать основные педагогические принципы. Внимательное и спокойное наблюдение за ребенком без вмешательства является центральным элементом системы и ключом к пониманию ребенка. Каждый ребенок уникален и развивается в своем темпе. В системе призывают не сравнивать детей и не строить ожидания на основе опыта других, а поощрять развитие детей и подстраиваться под интересы ребенка и его периоды развития. Мне показалось интересным, что вместо похвалы, слова «молодец» и аплодисментов в системе предлагается использовать следующие варианты. Ничего не делать, позволяя ребенку насладиться моментом, когда у него что-то получилось. Или можно описывать, что видите, как спортивные комментаторы, вроде «я вижу, что у тебя получилось». Еще можно говорить, какие чувства ребенка замечаете, вроде «ты рад». Еще можно подчеркивать приложенные усилия, например, «ты долго старался, чтобы так вышло». Еще можно спросить, что будет дальше, или можно выразить свои чувства по поводу успеха ребенка, например, «я рада, что у тебя это получилось». Это нужно, чтобы ребенок не занимался постоянным поиском одобрения и оценки, а занимался тем, что ему действительно интересно, и лучше себя узнавал. Система Монтессори направлена на развитие самостоятельности у ребенка. Родители, няни и воспитатели создают среду, в которой ребенок может самостоятельно выполнять свои ребятишечьи задачи, а взрослым остается только одна задача – помочь ребенку все сделать самому. Эту мысль, эту задачу всегда нужно держать в уме.
Если мне удалось вас заинтересовать и вы хотите больше узнать о системе воспитания Марии Монтессори, то я перенаправляю вас на эти книги, где вы можете подробнее изучить не только обустройство дома и детской комнаты, но и другие аспекты воспитания и вообще всей системы. А если вы хотите подготовиться к предстоящему ремонту или глубже разобраться в нюансах профессионального дизайна интерьера, приглашаем на наши курсы. Все ссылки есть в описании к ролику. Заходите на сайт, выбирайте себе подходящую программу и записывайтесь на ближайший поток. А также пишите свое мнение об этой системе в комментариях, делитесь своим опытом и взглядами. Ну и, конечно, поддержите это видео лайком и подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. До новых встреч, всем дизайн!